Внимание! В данном видео содержится сцена табакокурения, распития алкогольных напитков и царит постоянный матерный фон. Настоятельно рекомендую лицам с тонкой душевной организацией, моралфагам и всем, кто считает себя абсолютно идеальным, не смотреть данный ролик. И не забывайте, проникновение на охраняемые объекты опасно для жизни и наказуемо. Это небольшой список вещей, которые я беру с собой. А это кое-что из них. Я пакую в мега-рюкзак. Всем привет, с вами МШ, и я собираюсь в Москву. Основная цель моей поездки – недостроенный коллайдер советских времен под названием «Ускорительно-накопительный комплекс». Хочу поделиться с вами полезным интернет-ресурсом garaga.ru. Это сайт, на котором можно оставить отзыв абсолютно обо всем. Например, вы обратились в какую-нибудь компанию за услугой, а вам нахамили. Или вы купили в магазине товар, а он оказался плохого качества, и вам отказались его менять. Или наоборот, вы хотите похвалить какую-нибудь фирму, компанию, магазинчик, сайт или товар. Тогда вы можете написать об этом на сайте garaga.ru, и о вашем случае узнают все. Также на этом ресурсе можно задать вопрос юристу. garaga.ru. Отзывы абсолютно обо всем, бесплатная юридическая помощь и море полезной информации. Даже я там зарядился. Изучаю. Ссылки в описании к видео. А дальше после этого были длительные сборы, упихивание все в тяжеленный вот этот рюкзак, который сзади меня. Спасибо карме за него. В мой фоторюкзак это бы все не вместилось. Прощание с любимыми, кошкой и женой. И путь до электрички. Электричка, вокзал, поезд. И вот я на Ленинградке. Сейчас мне нужно встретиться с ребятами. У нас сегодня на самом деле масштабный поход. Там будет куча народу. В чатике нашем контактовском было 19 человек. Естественно, не все поедут, но народа должно быть действительно много. Поэтому будет весело. Первым делом надо себе обеспечить интернет, потому что без него как без рук, так как надо со всеми списаться. В принципе, у меня есть телефон, но лучше заиметь местную московскую симку. Так как я здесь бываю не так, чтобы часто, у меня их успевают блокировать до того момента, как я ими воспользуюсь. Поэтому каждый раз приезжаю в Москву, делаю себе новую симку. Сколько у меня их уже, неизвестно. ЧС-2Т. Рабочая лошадка московского хода. Маленький прикол этого телефона в том, что для того, чтобы сменить симку, мне теперь нужна отвертка. Но так как я отвертку всегда с собой таскаю, с этим проблем нет. Ладно, одной рукой неудобно. А еще прикольно, в телефоне можно хранить другие симки. Это у меня украинский лайф, например. Ну, пускай лежит на будущее. Главное, чтобы не забыть, где он находится. Мне приходят трогательные смс-ки от лайфа, как гражданину Украины, находящемуся в роуминге на территории России, чтобы там, где посольство находится и так далее. Правильно. Предупрежден, значит вооружен. Ну, теперь мне нужно доехать до станции метро Курская. И там меня будет ждать вся моя толпа. Тем временем мы уже встретились с некоторыми товарищами около станции метро Курская. Начинается стандартная тупка. Кто идет, кто не идет. Блин, кто-то там, кто-то здесь. Мы сейчас ждем ребят. Сходили в фикс прайс и закупились немножко вот этими замечательными штуками под названием бичи. Это станет моей главной пищей в течение следующих суток. Ядрить я няшечка. Блин, вот это я понимаю. Инструмент. Время приключений. Да. С таким не стыдно с девушкой подойти познакомиться. Кувалда называется Украина. Так, а можно сейчас разыграть ситуацию. Девушка сидит. Почему называется Украина? Потому что только здесь этот флаг, что ли, типа, как Потому что желтый типа, синий. да. Ребята, ничего не имею против. Андрюх, покажи, как нужно знакомиться с девушками, Андрюх. Добрый вечер. Вас приветствует белая горячка. Как тебе? Попробуй мой инструмент. Как, детка? Как он тебе? А длина, а мощь? А у меня их два. Я из Припяти вернулся. Ну, ребята, связь. Все, давайте, увидимся. Давай, удачи. Часть товарища ушла на электричку, а мы поедем на машине. Мы вот такие вот. Хотя я боюсь как бы в не застрять, да? Нет, Не, нормально, сейчас говнодачники, они уже все, сливают сезон. А то мы их просто чмокнуть и обуздать. И мы стартуем. Я вам потом покажу, на чем мы вообще едем. Мега крутой автомобиль. Я, главное, очень переживаю, чтобы не было пробок, потому что суббота, не знаю, у нас обычно в субботу еще стоит, народ пытается доехать до дачи. А пока что московские дворы. МШ заработает. МШ работай. Слушай, МШ заработает, там надо будет... Сам дурак. Вот, это... Надо будет хорошо, кстати, отснять, как будем спускаться. Я, наверное, кто-нибудь сверху поснимает, я поснимаю себя там снизу, так, чтобы это все смонтировать. Чтобы было круто. Да. Москва, тоска, блин.
вылазили из задних окон, и причем Димон разгонял на ландровере до 180, и мы с Сержем вылазили и в этих в масках съемки делали. Вот Помнишь, пиявку, короче, за нами гонял? Да. Вот так вот она и выглядит, поездочка. Мы медленно едем, соблюдаем правила дорожного движения 60 км в час. Превышение аж на 60. Да нет, сейчас на самом деле норм едем. У тебя в милях, да? А у меня милях, а снизу километр. Мне тут недавно штраф пришел. Там надо было 60 ехать, а я почему-то 180 ехал. Сволочь такая. Случайно. Короче, у нас вначале, даже не сталк видео, а такой лайв своеобразный. Ну, вы же иногда спрашиваете, как у нас тут поездки, как я добираюсь, как это там подготовка какая-нибудь. Вот примерно так она и происходит. Я что-то ВКонтактике запостил, там народ начинает усиленно радоваться. Запостил я этот чудесный полторез. Вот, народ немножечко в шоке. Народ, кстати, вы мне все спрашиваете, хочу ли я иметь квадрокоптер, чтобы что-нибудь снимать. Да, я хочу квадрокоптер, но он нормальный, который поднимет зеркалку, или камеру, он будет стоить нормальных денег, которые мне пока не потянуть. Так что... Скидываемся, народ. Да. А там ЗИЛ находится. Вот такие вот дела. Там мы с вами были кое-где, но не везде. Хаваем в Макдональдсе. Ребята там уже на самом деле все доели, но в основном это как это бургеры и так далее. Я, как всегда, немножечко выпендрился. Свой Макдональдс. Да, свой Макдональдс, своя картошка, свои помидорчики, свои котлетки. Да, и когда на кассе предложили дополнительную порцию картохи, Андрюха сказал, у меня есть своя картошечка. Но она не оценила этой шутки. Никто ничего не оценил. Назвала меня дурачком. Нет, на самом деле я попытался прикинуться дурачком, но она сказала, я не похож. Не знаю почему, но я не похож. Ладно, всем приятного аппетита. Мы кушаем. Держим путь. А я не в метро и стремлюсь. Пусть старые дыры заделали, все равно в Нептуне я напьюсь. Пусть старые дыры заделали, все равно в УНК я спущусь. Лежит на детальке разобранный тот маленький электровоз, который когда-то так весело на выброску колеса вез. Протвинский коллайдер с метро не гейтуется. Название, конечно, поселка Берендеево царство, пипец. Балабанова, кстати, спички производят. Да. Балабановские спички рекомендую. Отлично. Ядерный грибок стоит, качается. Да уж, пипец. Нормально. Такой фаллический привет въезжающим в город. Берендеево царство. Берендеево царство, да. Значит, там веселые люди живут, раз сам грибок приглашает. Да, им вообще очень весело. Под грибы в Берендеево царство. А мы подъезжаем к Серпухово. Нам осталось менее 10 километров. Те ребята, которые рванули на электричке, уже находятся в Протвино. Мы едем по замечательному городу с таким настоящим русским названием Серпухов. До Протвино остается совсем немного. И сейчас едем, гадаем, сколько всего народу будет. Потому что в нашем чатике контактовском было 19 человек, из которых не все смогли поехать. Но с учетом того, что в машине мы сидим вчетвером, на автостанции нас ждут порядка 10 человек. И кто-то еще у Заваза, да? Да, у Заваза 2, на автостанции получается 11. 11, 13, и мы 17 человек. 17 человек! Нет, мне почему-то кажется, меньше будет. Но даже если 17, из которых половина еще толком даже не умеет жумариться и подниматься, спускаться. Короче, я не знаю, ребятам сегодня будет весело. А пока что старинные русские дома, церкви. Красота неописуемая. Зелени немножко только не хватает. А может, оно так и к лучшему. Да, даже я тут ездил в марте месяце. Но я вам показывал, впрочем, не слишком удачно. Протвино! На самом деле оно началось. Мы все ближе и ближе к нашему месту. Сам строй, не ходи к нам в магаз. Совсем уже офигел. Блин, как уже хочется быстрее залезть. На самом деле, сколько? Мы уже сейчас времени 15-17. Много времени потеряли. Но мы, как всегда. Всем жителям Протвино пламенный привет. Наукоград. Наукоград, да.
флаги, так все сурово, торжественно. Ну, скоро вы увидите, как тут все сурово и торжественно на некоторой глубине под землей. Так, мы на автостанции Протвино. Ёкарный бабай! И вот это... И вот это вся толпа. Ё-моё. Короче, вы представляете, какой сегодня трэш и угар будет вообще? Да, ребята, это коллайдер. Где твоя чудесная шевелюра, скажи, а? Шевелюра, что ты вообще? Вспомните, как он был раньше. Вот здесь вот фотография, Сравнивайте. Вот такой вот аппарат, на котором мы причесали в Протвино. Скажи еще раз правильно, как называется? Этот аппарат называется Toyota Camry Solara. В общем, короче, рвет не по-детски, на чем мы очень неплохо убедились, к сожалению. Да. Примерно разгоняемся, как те протоны, в объект которых... Нет, к счастью, он разгоняется как машина с 225 кобылами, но не как протоны, иначе бы нас всех просто размазывало. Там световые скорости. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот такой вот аппаратец. Та-да-да-да-дам. Я чуть утеплился, а у Сержа сейчас выяснилось, точнее у всех нас. Слушай, ну мы не объявилась можем, еще мы одна сами машина забили и, видимо, сейчас, плюс серьезно. еще какой-то человек. Погрузка кависов. Да, ребята, это будет вообще угар, просто жесткий. Ребята трамбуются в автомобиль. Кавис-мобиль. Кавис-мобиль. Это ТАСС просто. Это натуральный кавис-мобиль. Слушай, Натуральный кавис. сколько там внутри уже народу? 7? У вас багажник пустой? А вы на крышу там еще можете, главное привязаться. Я к вам влезу? Слушай, ну, я думаю, что в Место мало. Да девчонку возьмем. Че, мы за ними едем, Серж, да? Кавис-мобиль. Просто там щикотит. Это... Они торчат. Руки-ноги. Не прислоняться называется. Смотри, он сел у него, смотри, видишь, сзади. Он знает, как капу ехать. Ты повторяй за ним. Бля, он опять такой занижен. Заниженный таз радует глаз. Но тут он заниженный не по причине спиливания пружин, а по причине энного количества кависного мяса внутри. Вот так вот. Такой вот он коллайдер. Внезапный и беспощадный. ДК Протон очень радует. Протоны как раз здесь и ускоряют вовсю. Ускорялись на ускорителях, ускорительном протоны. Я здесь ничего не придумать. Народ немножко палится. Сейчас Серж скажет все, что... Алло, с***ите с дороги, вы что, кретины что ли? Идите в копер. Прямо сейчас. Все, ребят, вылезаем. Я уже рассказывал, что при строительстве УНК тут был настоящий метрострой. Через небольшие интервалы было построено порядка 2 десятков шахт, через которые доставали породу, а впоследствии через них же должны были опускать оборудование, налаживать снабжение объекта вентиляции, электричеством, сжиженным азотом, гелием и другими технологическими потребностями. На данный момент все шахты находятся в различном состоянии. Где-то горный комплекс остался, где-то нет. Какие-то законсервированы, наподобие как в прошлом видео, над какими-то возведены технические помещения. Мы же идем к неохраняемой шахте с частично сохранившимся горным комплексом. Скажу сразу, чтобы умерить пыл исследователей, полю шахту, так как на данный момент там все забетонировано и попасть в УНК через нее уже не выйдет. Зачем МШ одевает обвязку? Полный пи***ц. Короче, МШ накормил себя, накорми остальных. Наш девиз. Вот, я уже на самом деле налобником свечу, поэтому немножко криво. Уже немножко приоделся. У меня теперь вот такая вот штука болтается. Я чувствую себя негром. Как там негры обычно ходят по Сомали? Вот так вот где-то. Вот. Так что сейчас полезем. Будет весело. Вот наша замечательная толпа. Вот это, да. Ну давай, свались. Игры, привет. Наш спонсор Zalscore Energy of Freedom. Сейчас я выставляю комментарии, которые там посыпаются. Ну ладно, пофигу. В общем, наша задача довольно тривиальна и проста.
Вот эта труба нас ждет в свое прекрасное лоно. Труба глубиной метров. Это сколько? 50, 60? 40. Больше. Да вы уж определитесь. Больше 200%. Я только что там был. Хорошо, определились, что 50. Ладно. Ну, в общем, короче, дупло глубиной 50 метров. Труба там закончится. Под нами находится, грубо говоря, ствол. И мы сейчас скоро будем там болтаться. Да, я понимаю, что Вот на нем. там контур, видишь? Вот там. Да. По кругу. Вот он как раз идет. То есть здесь идет ствол наподобие, как вентиляционный ствол метрополитена, забутованный вот такой вот бетонной прослойкой, на которой стоит вся эта толпа. Теперь представляете? Раз, два, три, кнопочка горит, все исчезли. Самое слабое звено. Своеобразный инструктаж по использованию спусковых устройств для юных веревочных девственников. Вот вы и сидите. Да. Вот. Нажимаешь ручку, и скорость спуска, контролируешь. Рукой протравливай, да. Ручку ты нажимаешь до конца до упора или как? Да, до упора. Ты ей регулируешь скорость. Хочешь до упора, хочешь. На всякий случай, не волнуйтесь. У меня есть вторая веревка, наверху висит такая же точно вторая спусковуха. Я за вами слежу, чтобы вы слишком быстро не летели. Серж стал очень модным пацанчиком. Такой вообще мега стабилизированный. Ну, говорят, вообще хорошая штука. И главное во всем этом деле рация. Отлично, теперь мы всегда будем знать, готов для нас вазелин или нет. Кретины, вы где? Давайте быстрее. Ты чопом? Ну, ладненько. Тогда будем первыми, что называется. Относительно первыми. Вот он я, а вот дупло, в которое сейчас я благополучно ринусь. Весело? Что я могу сказать? Сейчас я возьму эту камеру и буду снимать свой спуск там уже по стволу. Воу. Закрой. Все, МШ спускается. Мотор, камера, поехали. Поехали, бабоньки. А хуй, 70 метров. Да, слушай. Ну подпихивай эту веревку. А слушай, раньше-то она веселее ходила. МШ в очке. Если там еще метра 3, и ты вылетишь в этот сам ствол. Да, я уже понял. Вылезет с трубой. О, у меня штанина закаталась. А вы еще хотели здесь с рюкзаками лезть. Да не. А веревка до низа доходит? Не, чувак, я смотрелся в середину, блядь. Все в стволе? Да. Огонь. Вау. Да, там дно видно, может заглянуть. Светите на него, да. Ну ладно, тем еще. Как видно из видео, вентиляционная труба идет несколько метров и заканчивается в шахте. Само ощущение, когда ты из тесной трубы вываливаешься в огромное пространство ствола, можно сказать, в никуда, очень яркое. Тесная труба дает иллюзию защиты, и в один момент ноги перестают упираться в нее, и ты остаешься наедине с веревкой и бездной под ногами. Я сильный, чуваки. Видно, Сережа? Вот так вот это все выглядит. Я болтаюсь на веревке. У нас страховочная веревка. Я на специальном этом стопе, десантере. А вот там вот внизу, виднеется подо мной низ ствола. Вот если посмотреть наверх, там виднеется верх ствола. Ребята подсвечивают фонарем. Вот такая вот злая вещь. Немножечко не по себе, но, в принципе, более-менее терпимо. Ладно, поехали дальше. Я спустился, а обвязка моя уходит наверх. О, обалдеть. Вот оттуда мы с вами, собственно говоря, спустились сейчас. Это, конечно, было что-то с чем-то. Теперь будет долгий процесс спуска каждого из товарищей. Мне придется ждать, в принципе, всех. Пока все не спустятся, мы не пойдем. Вот такой вот бедлам. Валяется внизу машинка. Мы находимся внизу этого ствола. Вбок от нас, отгороженный вот такими металлическими большими воротами, отходит тоннель. Это один из тоннелей, через который подавался грунт, вывозился при строительстве основного тоннеля коллайдера. Все самое интересное находится вот там вот.
Ну, а мы пока с вами туда не идем, чтобы нечаянно не напороться на датчики движения. Ну, в общем, несмотря на заброшенный вид этого коллайдера, он охраняется, конечно, это все очень смешно, с учетом, сколько народу здесь было. И, тем не менее, пока я лез, мне мешал вот такой вот кожух. Это, видимо, патрубок вентиляции. Ну, вот он так и идет по всему стволу. Жесть, конечно. Никогда еще в такие темы не спускался. Главное, чтобы все прошло хорошо. Я вот думал, что мне это напоминает, труба и эта шахта. И я вспомнил объект 221. Помните, когда мы попали на вершину горы и нашли выход шахты на поверхность? Ну, точнее, в специальное сооружение построенное. Там тоже был небольшой лючок, и вниз уходил этот огромный по высоте ствол. Вот примерно то же самое здесь. Только вместо лючка я спускался в трубу, а потом также вниз. Ну и высота здесь немножечко все-таки поменьше. Не могу просветить нормально, но там уже пошел следующий товарищ. А вот так вот выглядит тело, которое спускается вниз. Ну, в общем, это что-то с чем-то на самом деле. Я представляю, какие у него сейчас ощущения. Товарищ Горшанин спускается. Давай, мы в тебя верим! Немножечко спуска без подсветки мной. Выглядит вот так вот снизу. Болтающийся, как говно в проруби, Горшанин на веревочке, подсвечивающий фонариком. И ребята, светящие в дупло. О! Зашибись! Давай, давай, давай! С прибытием в ад! Спасибо. Оп. +1. Наконец-то мне тут будет не скучно. Протяни немножко. Протяни немножко. Ты на чем? Ты на моем или... А, ты на Григрихе. Все, отлично. В этот момент моя обвязка у кого-нибудь уже одевается, да? Да. Чтобы время не тратить. Давай, малыш, спускайся. Нам быстрее. Я не могу быстрее, они сверху меня держат. Да, страховка-то ненормально держит. О, тело. Да ну тебя в передницу, блин! Ты орешь, ты можешь заставить. Могу быстрее всех. Быстрее всех, да. Вытягивай! Федя, хорошо. МШ, можно тебе просить? Процесс спуска очень длительный, поэтому, чтобы не оголодать, мы решили немножечко, точнее не мы, а Федя, подогреть водичка, чайку, да. И... Привет, всем привет. Да, всем привет, это Федя. Он был с нами на Зиле, в третьем нашем подходе. Мы очень рады, что наконец-то МШ нашел время, чтобы приехать к нам сюда, в Москву, и мы наконец-то свозили. В прошлый раз у нас, к сожалению, не все получилось с этим объектом, но... Вы уже видели эти печальные кадры. Да, но сейчас это просто фантастический залаз у нас. Мы все безумно счастливы. Я надеюсь, что эта ночь будет просто шикарной, поэтому проведите ее с нами. Хотя бы за экранами мониторов. Тем не менее, мы находимся в тоннеле, который является подходником к основному тоннелю коллайдера. То есть это такой вот подходничок от ствола. Здесь производилась откатка породы. Стоит штатив не из тех, с фотоаппаратом, естественно, не из тех времен. Это я его сейчас поставил, тут пытаюсь что-то изобразить. Насосная установка, которая откачивает скапливающиеся воды. Вот что-то типа зумфа. О, мне иногда рация срабатывает. Да, зумф обычно там внизу, но здесь, видимо, решили сделать так. Электропитание всей этой ботвы. ПУС-2, пускатель 2. С что-то там один автомат насоса, освещение 36 вольт. Трансформатор 380-36. Ну, в общем, это все мелочи. Естественно, каждый трансформатор, каждый такой маленький объектик я осматривать не буду, потому что недостроенный коллайдер воистину большой. И я надеюсь, сегодня мы, конечно, его рассмотрим по максимуму. Не знаю, сколько частей еще выйдет это видео. Если выйдет больше, чем одна часть, призываю вас, естественно, посмотреть и следующую, вторую. Зная, что, как правило, вторую часть смотрит меньше, чем первую. Это я по сьянам сужу. Я иду сейчас по узкой колеечке. Ой. Ну вот я подошел к тому самому тоннелю недостроенного ускорительно-накопительного комплекса. Здесь должно было располагаться оборудование. Те самые трубы с откачанным воздухом, внутри которых несутся с околосветовой скоростью протончики. Ручку на себя по максимуму, веревку не держи. У нас девчонка застряла. Нет. Не надо, свободный конец я держу. Извини, Андрюх, но мы не можем не материться. Мы объясняли, как чем пользоваться. Теплее зато. Да,
Да, там вообще на улице такая холодина, ребят, там пиздец. Они там прозревают вообще. Они там прозревают, нахуй. Да. Я, кстати, я спустился и разогрелся, кстати, очень хорошо. Ой, вот такие вот у нас дела тут во время спуска. Это называется гей-парады на сложных залазах. Я тебе сейчас могу привязать веревки ножик, и ты его поднимешь, хорошо? Просто потянешь за красную веревку, он к тебе придет. Я наконец привяжу. Девушки застряли волосы в спусковом устройстве, и она застряла. Это очень эпично. На высоте 50 метров. Да, чем дальше она спускается вниз, тем сильнее как бы у нее там Засасываются волосы. Да. Веревку вверх, давай, тяни. Блин, это просто мега идиотизм. Мы ожидали какого-то другого эффекта тупки, но получилось так, что у девушки волосы застряли. Это просто уму непостижимо, короче. Я не знаю. Просто Нож привязан к веревке, давай. полный аут. Только не отпускай ее, и мы умрем. Прикиньте, какая у нее крутая прическа будет после полоски. Ну она сейчас, да, мальчиком станет немножко. На данный момент у нас немножечко черного юморка. Ребята обсуждают, какие именно волосы могли застрять у дамы в этом в спусковом устройстве. Вот, и дама просит нас не смеяться, потому что ей страшно, и в принципе ее понять частично можно. Вот. Здесь это просто, я не буду говорить кто, но лезть с распущенными волосами по веревке, по-моему, это верх глупости. Ну да, не без этого. Вот так вот, ребята. Поэтому, девчонки, когда решите спуститься в Калай по веревке, пожалуйста, заплетайте волосы. А если не заплетайте, сидите дома, не уезжайте оттуда, а? Из кухни не вылезайте. Вот такие вот. Федя просто в шоке. Сексист я. Он живой хотя бы нож-то? Добрая девушка все-таки кинула нож вниз, а не спустила его аккуратно, как мы ее просили. В общем, все весело. Опасаемся дальше. Страховку наверх. Так, погоди, внимательно, покажи просто на будущее. Да, на будущее, девушки, пожалуйста. Ё-моё. Если вы выходите за пределы кухни, волосы убирайте Их сзади. было больше, я просто поставила их на 3 штуки. Ребята, это полный фейл. Вот товарищ, который обладает чудесными длинными волосами. Вот. Этот товарищ не учится нашей Не ругайся матом, у тебя просто отличные длинные волосы. Это его волосы, намотанные аккуратно в войлок. Короче, это пипец. Ладно, все, давайте, народ, нас там уже. Да, все, давай, отцепляйте. Первый фейл норм. У меня попало больше, потому что мне даже отрезать пришлось. А потому что, по-моему, такого опыта ни у кого не было, чтобы у кого-то волосы наматывались серьезно. Слушай, ну я первый раз такую, да, тему тоже встречаю. Тут, блин, они не тянутся. Слушай, можно обратно пришить попробовать. Слушай, это как веревка новая. Выстегнуть, не потянуть. Это волосы, это замечательный войлок, новая веревка. Это как карабин можно иметь. Тяни, давай. Я тебе Это как будто мохнатая горжетка будет. Адский тусищу шоу. Вот это гей-парадище просто. На самом деле нас стало немножко больше. Прошло пару часов. Рюкзаки, люди, волосы где-то валяющиеся. Вот. Некоторые поусевшие. Серж немножко прибалдевший. И да, немножечко клонит в сон на самом деле. У меня пока еще не ходит. Тебя еще не ходит, отлично. Вот такие дела, так что мы продолжаем, ожидаем спуска всех товарищей наших. Здесь уже немножко парка и дымовал. Повсюду раздавался звук скотча, такой своеобразный звук полиэтилена, потому что ребята облачались. Собственно говоря, у меня есть дома ОЗК, но я их не стал брать, потому что мне было лень тащить с Питера, поэтому я тоже решил поступить как все, как основное большинство, а именно пакеты. Да, смотри, порви их себе, давай. В общем, смысл в том, что там будет некоторое количество тоннеля, которое довольно неплохо подзатоплено по щиколотку где-то, поэтому вот таким образом мы пытаемся спастись от затопления наших замечательных ножек. Я чувствую себя на каком-то дне рождения, которое уже идет несколько часов, и компании разделились по своим интересам. Допустим, здесь ребята готовятся немножко пофотодрочить. Они настраивают фотоаппараты, штативы. Рюкзаки оставшиеся. Кто-то там обсуждает какие-то анекдоты, травит. Здесь ребята просто грустят, потому что же задолбались сидеть на одном месте. Хочется движухи. Равиль с Федей обсуждали проблемы страховки, жумаринга и так далее и тому подобное. Вот такие вот дела. Но тем не менее, скоро мы уже выдвигаемся.
Ну что ж, я могу поздравить в любом случае нас с практически 4 часами, проведенными в стволе, пока все спускаются. Ну, по крайней мере, себя, потому что я первый сам сюда спустился. Но про подъем я даже ничего пока не заговариваю. Сверху осталось 2 людей, так что вот-вот все закончится. И мы выслушаем качественные маты от тех, кто был дольше всего на морозе. Всем привет, любители чая! Спуск предпоследнего члена нашей команды выполняется весьма оперативно, в отличие от всей остальной толпы. Почти рюкзак. Привет, Влад! Здорово! Стой! Вот это, блин, последний человек спустился. Вот это... Ой! Ладно, пофигу. Давайте фоткаемся и валим! Это жесть какая-то, просто жесть! Столько народу! Всем привет! Угораем. Да вообще. Человек-пакет. Человек-пакет, да. Это ЧОП. Так, ну что, сколько выдержка, что к чему? Давайте сфоткаемся и идем. Да, давайте сфоткаемся уже. Встаньте все в полукруг. Ну все, наконец-то мы выдвигаемся внутрь коллайдера. Точнее, внутрь этого всего ускорительно-накопительного комплекса. Блин, я реально задолбался ждать всех. И представляю, вообще даже не представляю, как сверху было тяжко, пока мы все тут спустимся. В общем, жесть. Жестокая жесть, жесткая жесть. Все на «Ж». Полная жопа вообще. О, ножки. Влад, ты такой эротичный. Да, детка. Все, ладно, я не могу, я уже возбуждаюсь. Нелегкая уносит нас направо. Идет узкоколейка. Мы уходили вглубь тоннеля. Потратив 4 часа на спуск, даже боялись представить, каков будет подъем. А впереди меня ждало много интересных открытий, и я даже не представлял, что только через 10 часов сяду в машину и сниму видео с прощанием. Что из себя представляет УНК изнутри, мы увидим в следующем ролике. Удачи! С вами был я и еще 18 человек.